Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие произошли события, какие новости подоспели и куда это все в ближайшее время поведет мировую экономику, фондовые рынки и российскую экономику в том числе. Так, друзья, давайте к календарику статистики, которая сегодня вышла. Ну, смотрите, у нас сегодня, конечно же, ньюсмейкер – это Соединенные Штаты. Средняя почасовая заработная плата месяц к месяцу растет. Это достаточно позитивный момент. Но произошли сбои с изменением числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Причем эти сбои, они носят какой-то просто ужас характер. При этом, что примечательно, уровень безработицы в Соединенных Штатах продолжает снижаться. 4,8%. Кстати, в Канаде он застыл в районе 7%. В Канаде безработица больше, и Канада, она более социально, скажем так, ориентированное государство. Что же не так с этой статистикой по Соединенным Штатам? Проблема кроется в создании рабочих мест. Текущее значение, которое вышло, оно значительно меньше и предыдущего, и еще значительно меньше прогноза, который весьма вероятно должен быть очень оптимистичным, но тем не менее по факту выхода этих данных все оказалось ужас. Тем не менее Пауэлл сразу выступил с заявлением о том, что все нормально и сокращение, как и предполагалось, будем реализовывать. Казалось бы, достаточно странная ситуация. Не происходит надлежащего восстановления рынка труда, и при этом ФРС все равно настаивает на том, что будет резать стимулирующие меры. В чем же здесь заключается парадокс? Если посмотреть на уровень безработицы общий, то здесь вообще все шикарно. Снижение и снижение. То есть вообще тут все должно быть, по идее, нормально. Возможно, Пауэлл ориентируется именно на эту цифру, которая связана с уровнем общей безработицы. Действительно, здесь есть позитивная динамика, общая безработица в Соединенных Штатах падает. Но проблема заключается в том, что экономика не создает надлежащим образом занятость, несмотря на то, что уровень безработицы снижается. Поэтому, я думаю, заявление Пауэлла о том, что надо начинать сокращать стимулирующие меры, я думаю, связано с двумя моментами. Первый момент формальный, что уровень общей безработицы, он снижается. Второй, который касается изменения числа занятых в несельхозсекторе, так называемый один из ключевых показателей в Соединенных Штатах, он не растет. Он не растет так, как он должен расти. На следующей неделе выйдут данные по инфляции в США и индексу потребительских цен. На текущий момент есть сентябрьские данные, которые указывают на то, что инфляция в Соединенных Штатах, она уже находится в космосе почти 5,5%. В Америке такого уже не было очень давно. Что здесь получается? Почему Пауэлл говорит, что все равно будем резать по-живому? Ситуация заключается в том, что уже эта инфляция, которая идет, она мешает, препятствует нормальному восстановлению и созданию качественных, соответствующих экономике рабочих мест. То есть какой здесь получается эффект? Деньги печатают, эти деньги не работают так, как надо, но зато они все надувают и мешают восстановлению экономики. Потому что еще известно с давних времен Древнего Рима, если всем раздать золото или деньги, это не приведет к росту общего благосостояния, потому что это всего лишь средство платежа или какого-то временного сохранения. Они должны заставлять крутиться экономику, производить прибавочную стоимость. Исходя из такого соотношения, что не происходит надлежащего роста, точнее происходит катастрофическое падение прироста в несельхозсекторе США, и при этом такая мощнейшая инфляция, как известно, продолжение предоставления стимулирующих мер приведет к тому, что инфляция будет раздуваться. И эта ужасная инфляция издержек, а судя по всему по росту Baltic Dry стоимости морского фрахта, эта инфляция, она не остановилась и, скорее всего, в ближайшее время не остановится.
Соответственно, здесь следующий показатель может быть уже значительно хуже, а дальше начнут падать остальные экономические показатели по Соединенным Штатам. Поэтому Пауэлл отдает себе отчет, что несмотря на снижение общей безработицы, качественного прироста рабочих мест не происходит. Это значит, что маховик экономики уже начинает буксовать. И здесь все это уже происходит подобно двигателю, в которого залили масло под самый козырек. То есть он начинает чихать и жевать это масло. Поэтому действительно с такой ситуацией весьма вероятно они в ближайшее время до Нового года, ну, как вариант, может быть, попробуют там что-то сократить. Но даже если они ничего не будут делать, ничего не будут сокращать, то я думаю, в январе мы уже увидим уверенное подрезание скупки облигаций активов. Вот видите, получается, какая ситуация, все достаточно сложно и неоднозначно. Потому что, ну, действительно, вроде как безработица падает, но при этом качественного улучшения ситуации в структуре рабочих мест и их прироста не происходит. Так, друзья, переходя к графикам, ВИКС. По ВИКСу все отлично, идет просадка. В идеале было бы хорошо, если бы он закрыл эту неделю ниже 18,5. Это было бы вообще шикарно, это бы означало, что на следующей неделе, скорее всего, никаких проблем, кроме внезапных инцидентов с Китаем, наверное, бы не было. Если закрытие будет выше 18,5, то ну, весьма вероятно волатильность она будет продолжаться, это неизбежно. Но в данном ситуации закрытие ниже 18,5 означало бы то, что ключевые риски, они из системы ушли. Если такого закрытия не будет, то на следующей неделе возможны различные варианты в части изменений траектории движения мировых фондовых рынков. Так, друзья, далее S&P 500. Но S&P 500 закрывает день, скорее всего, волчком таким, который указывает на то, что неопределенность. Но действительно, неопределенность. Наверное, Пауэлл за выходные переварит получше эти данные по безработице, и, возможно, в понедельник, во вторник он даст какие-то обнадеживающие сообщения, которые ну, должны позитивно повлиять на ситуацию на рынках. Так, друзья, далее золото, оно все цели на этой неделе практически отработало, 1780 сходило. Сейчас, если закрытие будет не ниже 1750-1749, это будет означать, что на следующей неделе по золоту мы увидим повторный штурм этого значения и уход выше. Опять же, обращаю внимание, что по золоту соты были не очень хорошие, но тем не менее, как вы видите, золото себя очень достойно вело на этой неделе. Так, друзья, далее нефть. Но смотрите, по нефти здесь ситуация, я думаю, закрытие будет вот в этом консолидационном диапазоне 82,4-83,2. Не думаю, что сегодня уже энергии на пробой хватит. На следующей неделе будет тестирование и, вероятно, пробой. На этой неделе вопрос в удержании уровня 82,2-82,1. Если этот уровень будет удержан, то все отлично, все прекрасно. И на следующей неделе продолжится это восхитительное восхождение. Если здесь будет пробой, то, соответственно, следующая цель, где будет консолидироваться и пытаться отскочить, 81,5. На текущий момент по нефти достаточно позитивные ожидания, и я думаю, весьма вероятно будет закрытие в этом консолидационном диапазоне. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Сегодня в полном объеме отскок доллара не произошел. Тем не менее, у нас обозначился новый уровень поддержки, от которого происходит отбой и движение наверх. Этот уровень 71,65, 71,7. Соответственно, мы видим, сейчас произошел отбой, и отсюда весьма вероятно, либо сейчас, либо в понедельник с утра будет движение, у которого цель 72,05, 72,1. Вот сюда, к этому значению. Соответственно, если здесь все-таки возникает пробой уровня 71,6, 71,5, то развивается следующая волна укрепления рубля, у которой цель движения будет 70,5. Так, ну и фьючерс на индекс РТС. Сегодня он подрос. Ну, действительно, такая ситуация с нефтью, он уже обязан вообще по-хорошему переписать максимум. Если бы не было загвоздки
с курсом рубль-доллар, то уже максимум давно был бы переписан. Но в текущих реалиях непонятно, когда произойдет это счастливое событие. На текущий момент, я думаю, здесь сейчас вот у нас произошел небольшой разворот. Соответственно, было бы логично закрыться где-то в районе 184 тысячи. Я думаю, на сегодня уже основные события произошли. Ставки сделаны, все реализовано. И, соответственно, он должен немножко откатиться и остыть. Так, друзья, далее платина. Вот смотрите, по платине очень все позитивно сложилось. Вот. И на текущий момент, если она закрывает эту неделю выше 1010 000, то на следующей неделе мы можем увидеть уже более бойкое движение по платине. И здесь, скорее всего, цель будет в районе 1060, а может быть даже в районе 1100. Так, друзья, ну и вот вопрос был по Сбербанку. Смотрите, Сбербанк, несмотря на разворотную формацию, которая здесь возникла, он удержался на текущих значениях. И весьма вероятно, на следующей неделе движение к 400 продолжится. Какой здесь есть момент? В том случае, если происходит отсюда коррекционный откат с пробитием 355, исходя из дневного таймфрейма, то, соответственно, вот этот весь рост, скорее всего, он сойдет на нет, и мы увидим по Сбербанку просадку вот сюда, вот в этот диапазон. Так, друзья, ну, в общем-то, все, основные моменты, основные активы. Спасибо за внимание, успешно вам доторговать и хороших выходных. Всего наилучшего.